Китай – одна из самых древних цивилизаций в мире с богатой и сложной историей. От первых племен и легендарных императоров до великих династий и масштабных изменений. Эта страна прошла через много испытаний и преобразований. Давайте вместе пройдемся по основным событиям, которые сформировали его таким, каким мы знаем его сегодня. Все начинается примерно 5000 лет назад. Хуанди, или так называемый «Желтый император», преодолев серьезные испытания, смог объединить вождей различных племен и создал государство, расположенное в горах Кунь-Лунь. Этот легендарный правитель установил законы, назначил первых чиновников и совершил жертвоприношение богам. У него было 25 сыновей, многие из которых стали предками будущих китайских кланов. После Хуанди сменилось несколько правителей, и через несколько веков его потомок Юй Великий основал династию Ся. Эта династия управляла землями, расположенными в долине реки Хуанхэ, которая из-за своих разливов доставляла немало проблем местному населению. В 15 веке до нашей эры на место династии Ся пришла династия Шан. Считается, что Шан могла быть первым настоящим государством Китая, тогда как сама династия Ся, возможно, является лишь частью мифологии. При правлении Шан Китай освоил обработку бронзы, начал использовать колесницы. Именно в этот период появилась первая китайская письменность, хотя она заметно отличалась от современного письма. 5 столетий спустя этот род сменила династия Чжоу. Она значительно расширила территории и, возможно, дала название современному Китаю – Чунго. В 6-5 веках до нашей эры, в эпоху политической расколотости и социальных потрясений, в Китае сформировались 3 ключевые философские школы – конфуцианство, даосизм и маоизм – задали основы китайской философии, оказывая влияние на политику, культуру и мировоззрение. Вскоре страна вступила в Железный век, но это время также ознаменовалось периодом раздробленности, когда многочисленные царства воевали друг с другом. Для защиты своих территорий правители начали строить укрепления на границах. В IV веку до нашей эры государство Цинь стало достаточно мощным, чтобы объединить разрозненные земли под единой властью. Этот процесс завершил Цинь Шихуан, первый император Объединенного Китая. Его правление ознаменовалось масштабными реформами и строительными проектами, среди которых важнейшим стало соединение северных оборонительных стен, что положило начало Великой Китайской стене. Она служила защитой от северных кочевников и стала символом стремления к единству и стабильности. Однако после смерти Цинь Шихуана страна столкнулась с внутренними противоречиями, и династия Цинь уступила место новому управлению. Династия Хань восстановила порядок, продолжив развитие начатых реформ. Именно при Хань произошло изобретение бумаги, что значительно упростило административное управление и культурный обмен. Великий шелковый путь, связывающий Китай с Индией, Персией и Римской империей, открыл эпоху интенсивной торговли и взаимного культурного влияния. В это же время буддизм начал проникать в Китай, постепенно становляясь его религиозной и культурной жизнью. Несколько веков спустя страна вновь оказалась в состоянии раздробленности. Формирование крупных царств происходило постепенно, и каждая из них стремилась к преобладанию. В итоге династия Цинь смогла объединить значительные территории, восстановив контроль над центральными регионами. Однако северные земли постепенно оказались под влиянием кочевых племен, которые основали свои царства. Южные земли развивались более стабильно, сосредоточив внимание на сельском хозяйстве и внутренней торговле. Полководец Ян Цзянь смог объединить страну, основав династию Суй. Одним из ее достижений стало строительство Гранд-канала, который связал крупнейшие реки Хуанхэ и Янцзы, обеспечивая эффективную транспортировку риса и других товаров между севером и югом. Династия Суй уступила место династии Тан, которая стала символом культурного и экономического расцвета Китая. Этот период, известный как Золотой век, был отмечен развитием искусств, науки и литературы. Китай стал важным центром торговли, установив активные связи через Великий Шелковый путь. Империя Тан расширила свои границы, но основной акцент делался на укреплении внутренних институтов и культурного влияния. Однако со временем политическая стабильность начала ослабевать, и династия распалась, уступив место периоду раздробленности. На юге сформировалась династия Сун, которая сосредоточилась на внутреннем развитии. Правление Сун ознаменовалось значительными достижениями в области сельского хозяйства, ремесел и технологий. Китайцы изобрели порох, компас и усовершенствовали книгопечатание, что способствовало культурному и экономическому росту. В то же время на севере усиливались кочевники, которые создавали свои государства, постепенно увеличивая давление на земли Сун. В начале 13 века на историческую арену вышла Монгольская империя, начавшая стремительное завоевание Азии. Под предводительством Чингисхана и его потомков монголы захватили север Китая, где находилось государство Цинь, а затем обратили внимание на южные земли династии Сун. Несмотря на героическое сопротивление, она не смогла противостоять военной мощи монголов. Завоевание завершилось в 1279 году, когда вся территория Китая оказалась под властью династии Юань, основанной Хубилаем, внуком Чингисхана. Хубилай стремился интегрировать монгольские традиции с китайской культурой. Экономическая политика, однако, столкнулась с трудностями. Тяжелые налоги и непродуманное управление привели к кризису.
В это время Китай посетил венецианский купец Марко Поло, описавший страну как удивительный край богатства и изысканности, что способствовало распространению знаний о Китае в Европе. К XIV веку кризис династии Юань достиг апогея. Экономические трудности, природные бедствия и рост налогов привели к восстанию красных повязок, которое стало ключевым ударом по монгольской власти. В 1368 году вот это имя, да, я не смог его произнести, лидер восстания провозгласил себя императором и основал династию Мин, объединив страну и начав период восстановления. Минская эпоха ознаменовалась укреплением центральной власти и восстановлением инфраструктуры. В начале 15 века морские экспедиции адмирала Чжэнхэ достигли Индии, Аравии и Восточной Африки, демонстрируя мощь империи и укрепляя дипломатические связи. Однако вскоре эти путешествия прекратились, а Китай сосредоточился на внутренних делах. В 1557 году португальцы основали колонию в Макао, а в страну прибыли христианские миссионеры, способствовавшие культурному обмену. К 17 веку Мин столкнулась с кризисом, вызванным восстанием и экономическими проблемами. Маньчжуры воспользовались этим и в 1644 году основали династию Цин. Приняв китайскую культуру, Цин добились значительных территориальных успехов, завоевав Монголию, уничтожив Джунгарское ханство и присоединив Тибет, обеспечив контроль над Центральной Азией. Однако политика изоляции и стремление сохранить традиционный уклад ослабили Китай перед лицом внешних препятствий. Отказ от активного технологического прогресса и модернизации армии привел к поражению в опиумных войнах с Британией, что вынудило Китай подписывать неравноправные договоры. В результате страна утратила экономическую независимость и оказалась раздробленной под влиянием иностранных держав, фактически превратившись в полуколонию. В XIX веке в Китае происходило много чего интересного. Тайпинское восстание, вызванное бедностью и недовольством власти, охватило юг страны и стало одним из крупнейших конфликтов в истории, унесшим миллионы жизней. Одновременно Китай понес территориальные потери. Северные земли были уступлены России, а влияние западных держав продолжало усиливаться. Эти события ослабили центральную власть и углубили кризис, отразивший неспособность империи противостоять внутренним и внешним угрозам. В 20 веке Китай пережил глубокие смятения, изменившие его историю. В 1900 году боксерский мятеж против иностранного влияния и маньчжурской династии Цин был подавлен коалицией западных держав и Японии, что ослабило императорскую власть. 11 лет спустя Синьхайская революция свергла династию Цин, провозгласив Китайскую республику, первым президентом которой стал Сунь Яцен. Однако страна осталась раздробленной, а региональные военачальники удерживали власть. После смерти Юн Шикая в 1916 году начался период милитаристов, сопровождаемый политической нестабильностью. В 19 году движение 4 мая, вызванное недовольством Версальским договором, стимулировало развитие национализма и распространение марксизма. 3 года спустя была основана Коммунистическая партия Китая, а в 1924 году она временно объединилась с Гоминданом для проведения Северного похода, направленного на ликвидацию милитаристов. Союз распался в 1927 году, когда Чан Кайши начал чистки против коммунистов, что привело к гражданской войне. К 1930 годам Китай оказался в кризисе. Да, снова. Внутренние конфликты, экономические трудности и давление Японии создали условия для дальнейших катастроф. В 1937 году, после инцидента на Лугоу-Цяо, началась полномасштабная война с Японией. Несмотря на героическое сопротивление, страна понесла огромные потери, включая трагедию Нанкинской резни. После капитуляции Японии в 1945 году Китай вернул утраченные территории, включая Тайвань, но гражданская война между КПК и Гоминданом возобновилась. В 1949 году Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики, объединив материковый Китай под управлением коммунистов. Гоминдан во главе с Чан Кайши отступил на Тайвань. В материковом Китае начались социалистические реформы, а Тайвань сосредоточился на модернизации и развитии. Так завершился период кардинальных перемен, заложивший основу современного разделения Китая. А какой он? Современный Китай прошел путь от аграрной страны к мировой державе. После экономических реформ 1970-х годов он стал лидером в промышленности и технологиях, привлекая инвестиции и развивая инфраструктуру. Однако быстрый рост привел к экологическим проблемам, включая загрязнение и изменение климата, что вынудило страну инвестировать в зеленые технологии. Демографическая политика одного ребенка привела к старению населения, и ее отмена требует времени для исправления последствий. На международной арене Китай укрепил свое влияние через инициативу «Один пояс, один путь», но столкнулся с геополитической напряженностью. Сегодня страна ищет баланс между экономическим ростом, социальной стабильностью и экологической устойчивостью, продолжая адаптироваться к испытаниям 21 века. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал и Telegram, вступайте в наш Discord сервер и напишите свои впечатления о видео в комментариях. Удачи!